Так, я вовремя купил акции Zoom. Да. Поэтому мы еще какое-то время сможем поснимать эту передачу без рекламы. Да. Залезь, рекламодатели. Похлопайте. Да, можете прямо сейчас что-то отрекламировать сами. Прикольно, кстати, звать рекламодателей рекламировать, нет? Сюда. Да? Что сказать? Нет, стульчик поставить, сказать. Становитесь, рассказывай. Но это лучше, чем кто-то. Я имею в виду, ты же лучше расскажешь о своих услугах, чем кто-то, нет? Причем вот этим текстом, который они присылают нам. Да, вот этим вот. Вот. Для умственно отсталых, знаете, которые... Покупая это кофе, вы будете испытывать невероятные ощущения утром. Потому что, вкушая наш кофе, вы оказываетесь в Париже с видом на Эйфелеву башню. Я прочитала за последний месяц больше 1000 писем. Поэтому, пожалуйста, под этим выпуском все, кто написали письма и прислали нам на почту, поставьте нам лайки или напишите в комментариях слово «письмо». Мне будет приятно. Потому что даже если я начинаю читать письмо и понимаю, что аналогичное было, я из уважения к адресату дочитываю его всегда до конца. Потому что 99% писем начинается с того, что даже если вы не возьмете выпуск, спасибо, что есть возможность вам это письмо написать. Нам надо создать робота, который будет такие письма читать. Ну и писать ответ. Спасибо, Ольга, я все прочитала. Господи, бесконечная эмпатия. Лучи эмпатии и поддержки. Все так же это работает. И человек такой, и еще фотку какую-нибудь твою. Наделать, чтобы фото просто. Ты в фотобудку зайдешь такая. И в этом я не одна. У меня целая группа поддержки людей, которые рядом, когда я читаю сотнями письма. Ну, конечно, это не просто. Нет, меня поддерживают. Тебя поддерживают. Я ничего не читаю. Я первый раз сейчас буду читать письма. Мне вообще пофигу. Но бесконечная эмпатия, естественно. О чем вы говорите? Так что все лайки под выпуском мне. Да, а тебе безусловно. бесконечная эмпатия. Слушай, я буду только рад, если ты станешь суперзвездой этого шоу. Ты уже становишься. Но я имею в виду, чтобы ты такая увеличивалась. В личной беседе он говорит, что я звезда. Руслан, Оля, привет. Интересно, доберетесь ли вы когда-нибудь до этого письма? Оля. Мне 25 лет, я весьма независимая девчонка, работаю в диджитал. Также стоит сказать о том, что в общем и целом я попробовал разные модели отношений. Достаточно много времени трачу на общение с собой. И в результате пришла к выводу, что в ближайшем обозримом будущем какие-то серьезные моногамные отношения, а тем более семья, дети и так далее, не мой вариант. Нас уже двое. Я вам говорю, этот мир похудеет на 2 миллиарда. Скажу больше, отношения сейчас в принципе не мой вариант. У меня на них нет времени, желания, и как-то одной мне сильно лучше и проще. Что меня заботит? Я много работаю и много отдыхаю, преимущественно посещаю всякие разные заведения. И вот в последнее время я начал обращать внимание на то, как я социализируюсь. Первое, что я не совсем сознательно делаю, заходя в какое-то место, оцениваю всех мужчин на предмет интересно-неинтересно. Обязательно, даже если я пришла не одна, даже если я пришла с мужчиной. Одним глазом я со всей компанией, другим с каким-нибудь симпатичным барменом. Для меня это ощущается как какая-то игра про то, как много внимания я смогу получить сегодня, как много раз у меня попросят номер телефона или Инстаграма. Главное при этом особенно ничего не делать, просто располагать себя в пространстве так, чтобы у мужчин возникло желание ко мне приблизиться. Надо сказать, что в этой игре я хороша. Естественно. Никто бы не написал, я все время терплю фиаско, блядь. Ольга, что делать? Вот фотография одежды, в которой я выхожу. Но меня заботит то, что мне все это внимание на самом деле не нужно. После мне супер тяжело, мне не хочется никому отвечать, ни с кем говорить, тратить себя на все эти приколы. Просто это сраная игра, это непонятное поведение включается у меня автоматически. Я раньше даже не обращал на это внимания, но с годами проследила связь и пытаюсь говорить себе стоп. Но, как вы понимаете, стоп — это про действие, которое уже так или иначе началось. Не начинать у меня не получается. Я пытаюсь понять, как вообще вырубить режим этой охотницы, потому что меня по итогу это тяготит. Я не понимаю его причин. Отношения с мужчинами меня интересуют не сильно. Я могу их получить от каких-то уже знакомых и замечательных ребят.
которых я уверена, но я не хочу. Секс при всей моей абсолютной любви к нему с рандомными людьми в моей жизни не случается. Я просто чуваков из баров, незнакомых, к себе не подпускаю. Сейчас дойдет до того, что в целом я сплю с братом. Самоутверждение? Тоже как-то сомнительно. Мне кажется, что я о себе достаточно хорошо думаю. Может, даже лучше, чем следовало. Help! Это, правда, ресурсозатратно, а еще приводит во всякие неприятные ситуации иногда. Такое же у многих бывает, правда? Я смотрю на людей в зале, кто-то даже поблевывает. Это ради шутки. В целом это как будто я, просто в брюках. А что такое? Ты приходишь такой, эй, все в округе, смотрите сюда. Кстати, ты знаешь, что люди делятся на два типа. Те, которые заходят в помещение и задаются вопросом: а кто здесь? И второй тип заходит в помещение и говорят: вот я зашел. Так мне кажется, все думают о себе вот так. Нет. А делятся на два типа. Очевидно, девушка, которая написала письмо, заходя в бар, говорит: вот я зашла. Я просто не понимаю, я вообще ничего плохого не вижу. Если бы она еще написала, я трахаюсь со всеми, на кого посмотрю, это так ресурсозатратно. Я бы согласился. Это и написала. Нет, она же написала: какие-то чуваки из баров, просто чуваки меня интересуют, я сплю с друзьями, те, у кого есть справки там и так далее. В целом, ты что? Но при этом для нее это энергозатратно, и она не понимает вообще, с кем ей хорошо, а с кем нет. У меня вот такой пул будет. Но я не очень понимаю проблему, потому что она любит флиртовать. Да. Наверное, она привлекательная девушка. Что, все привлекательные девушки любят флиртовать. Окей, давай, рассмотрим ситуацию, которую она описывает. Она приходит в бар или в ресторан со своим молодым человеком. Они там приходят, садятся вдвоем или в компанию. Она заходит с идеей, что вот, посмотрите, я зашла, смотрит, кто ей нравится, назначает кого-то смотрящими, да, на кого она там будет поднимать глаза, с кем она будет флиртовать. И, очевидно, это уже энергозатратно, потому что если ты с кем-то флиртуешь, есть вероятность, что к тебе подойдут, тебе предложат продолжение. Как минимум, это логистически уже тяжело, потому что она с молодым человеком. Но в чем, как мне кажется, внутрипсихическая проблема? Почему человеку, который приходит с партнером, нужно кого-то держать, грубо говоря, на расстоянии удаленной руки? Это страх быть покинутым и фантазия о том, что если тебя бросят в одних отношениях, и ты сразу поменяешь их на другие, то тогда тебе не будет больно. Это какой-то хоровод, нет? Мне кажется... Это хоровод. Такой: так, я вот тут со своим мужем, тут есть еще один хуец. Если вдруг меня здесь покинут, то... На самом деле, такое часто поведение, оно называется девиантное, встречается у подростков, которым еще очень страшно выстраивать отношения, ты в себе не уверен, тебе страшно, что тебя могут отвергнуть, оставить, для тебя сразу разрушится весь мир и представление о себе, поэтому тогда лучше иметь еще парня, с кем ты переписываешься, если что, пойти в кино с кем-то другим, если тебе не ответили на сообщение, так как будто бы безопаснее входить в этот мир отношений. Ты всегда можешь не чувствовать себя брошенной и одинокой, а, в общем-то, с кем-то провести этот вечер, если тебя не пригласили или тебя оставили. Но с возрастом, по идее, да, если не остается вот эта проблема страха быть покинутым, она остается, и тогда человек продолжает жить так всю жизнь. Но проблема в том, что тогда у людей, устроенных таким образом, нет возможности выстроить отношения с другим человеком. Потому что вместо того, чтобы выяснить проблему, решить конфликт, да, как-то порефлексировать на тему того, что между вами происходит, ты просто одного меняешь на другого. И это происходит, на самом деле, и с партнерами, и с друзьями, и с коллегами. Вместо того, чтобы строить отношения, их выяснять, люди, устроенные подобным образом, просто меняют одних на других. Я просто искренне не пойму проблему. Но она не может выстроить отношения. Хорошо. А она еще не может выстроить отношения, потому что, исходя из письма, она все время выступает в разных амплуа, как она говорит. А что значит человек выступает в разных амплуа? Значит, она, допустим, этим вечером с этим мужчиной ведет себя
одним образом, с другим мужчиной вторым образом, с третьим мужчиной четвертым образом, и это тоже супер энергозатратно. Потому что, во-первых, ты должна запомнить, в каком ты амплуа, какая ты. Так вот, Но статусы подожди, начали давать свои плоды. Я женщина, я актриса. Вот, блядь. Но идея в чем? В том, что люди, которые одевают... Ну, то есть понятно, что мы все меняем социальные маски. Это нормально, да? На работе мы одни, там, на учебе мы другие, дома мы третьи, там, не знаю, в спортзале мы четвертые. Вот. Но амплуа – это гораздо более концентрированная штука. Это не просто, ну, как бы поведение, которое ты подстраиваешь под среду, а это когда ты, например, такая, я не знаю, там, кошечка-обольстительница, и ты вся, вот, каждую минуту в этом вся такая. И ты видишь по реакции мужчины, что именно это ему нравится, и ты вот так вот себя ведешь, и вот так вот разговариваешь, и тебе нужно продолжать так разговаривать и сегодня, и завтра, и по телефону. Ну, то есть это очень, как бы, тяжелая история. Но проблема в том, что обычно люди, которые используют амплуа, то есть подстраиваются под ожидания других и ведут образы, они не верят в то, что их можно любить такими, какие они есть. Мне кажется, в плане женщины все лечит возраст. Когда в лет 35 ты такая, из всех ролей теперь только Баба-Яга. Я понимаю, прозвучало по-сексистски, но тем не менее. Я просто не пойму, как сопереживать, типа, ну окей, хорошо, она играет там множество ролей. Ну, у нее, наверное, проблемы, что она боится, что ее примут такой, какая она есть. А какая она есть? Надо, вот если бы она написала, например, я на самом деле вот такая. Тогда было понятно, а так что еще гадать? Все играют эту роль. Ну, в современном мире что так легко, что ли, быть собой? Надо чего-то капец как добиться, чтобы быть собой. Иметь возможность, иметь это право. Нет ощущения? А что значит быть собой? Я думаю, что и она не знает. Чтобы быть собой, чтобы не имеешь. дакать на то, с чем ты не согласен. Чтобы уметь говорить «нет». Это ключевая вот штука, как мне кажется. Быть собой – это всегда говорить правду. Но быть собой – это не подстраиваться под ожидания другого человека. И говорить правду всегда. Ну, говорить правду – это тоже очень... Почему? На детей же... Подожди, на детей идея. же... Почему никто на детей не обижается? Ну, дети, блядь... Нет, не надо. Я не слышал, нет, чтобы это дети неправда. Толстого говорили... с проблемами пищеварения человек. И никто не обижается. Нет, просто дети более жестокие, это да, но и далеко не все дети уже с раннего возраста говорят то, что они действительно думают, Конечно. понимая, что они обидят другого человека. Нет, И что им значит говорят, правда? Ну, то есть- говорят, что ты только что обидел другого человека. Мы в них вбиваем как будто неправильные установки. Мы такие, зачем ты правду сказал? Ты, блядь, сумасшедший, что ли? Пиздеть надо всю жизнь. И все, а что тут такого? Надо говорить, говори правду, может быть, просто менее обидными словами, но говори. Вообще, в целом, говори то, что ты хочешь. Ну, Делай вообще, то, если что ты тебя хочешь. спрашивают. Да, конечно. Да даже если не спрашивают. Было такое настроение, да? Такое, вот, давайте, раз в неделю, например, четверг без ограничений, и все. Ходишь такой, всем объявил на работе на новой, говоришь, ребята, я в четверг вообще ни у кого ничего не спрашиваю. И если у меня даже ничего не спрашивают, все говорю как есть. Все, вот это мой день четверг. Ваша среда. Я возьму выходной в этот день. Слушай, ну это очень спорная тема для меня. Что значит говорить правду? Где эта грань между тем, что ты из своего субъективного представления начинаешь просто обижать человека, и тем, что Нет. ты говоришь правду? Сейчас, да, так как выстроен этот мир и все эти социальные связи в нем, сейчас просто говорить правду, конечно, ты начинаешь выделяться из него. Потому что это уже Ну, что годами. значит говорить правду? Вот скажи, приведи Все, мне что пример думаешь, того, вот что все, ты... что ты думаешь, Ну, вот так например. и говорить. Все. Я не знаю, ну, в современном мире вот начальнику своему сказать, который там тебя с утра, например, за что-то там парафинит, сказать ему, Так. блядь, иди в пизду. Ну, что ты до меня докопался? Ну, это можно Что ты до сделать. меня докопался? Иди в свой кабинет ссаный с окном и дай мне возможность в моей коробке, блядь, без окон, без дверей, ну, делать свою ублюдскую работу. Все. Что тебе надо, блядь? Тебе жена не дала, наверное, любовница запросила денег больше, чем у тебя есть, блядь. Все. Ну, это нарушение иерархии. Какой То есть, иерархии? если- Ну, ты же, ну, это он же Какой твой ранг, если на начальник. тебя начальник с утра, например, орет, типа, ты че опоздал, а ты ехал, ну, с другой планеты вообще, потому что ты живешь в очке. У тебя нет денег, чтобы, блин, оплачивать квартиру рядом с работой. Че он орет вообще? Не? Это, наверное, плохой пример.
Но попробуйте сами вы сделать из него выводы. Не знаю. Своему человеку говорить правду. Вон, как мы в первых выпусках обсуждали, я не понимаю, как... А я знаю, что они, что этот человек женат или там замужем. Как у него может изо рта вонять? Как ему самый близкий человек на земле не сказал этого? Я не пойму. Как не сказал? Сказать, Валера, ты чё, блядь? Я даже депиляцию усов не делаю, блядь. Твой запах все сжигает, блядь. Ну нет, это что, не так, что ли? Так. Не так? Нельзя говорить? Нет, ну, конечно, это... Просто говорить, ой, что-то шею свело, блядь. Ой, господи, по-моему, года на 2, наверное. Это я сейчас на ходу то, что придумываю, я не вспомню. Всегда есть какие-то ситуации. Вы со мной не согласны? Есть ситуации, где хотелось вам сказать правду, а вы такие... И потом ночью лежали, блядь, как уснуть? 100% правда лучше всего экономит время. А ты замечал, что те люди, которые... с теми людьми, которые рассуждают, как ты, обычно мало кто общается? Да. Поэтому мы и не говорим правду. Потому что мы такие, со мной что, никто не будет общаться. Все будут Но правда в том, что мире. ты не будешь общаться с человеком, который будет говорить тебе правду. Нет, я благодарен своему другу, он мне всегда говорит правду. Сразу, как только он ее говорит, я думаю, ты что, мудак? Ты мудак, что ли? Все, мы больше с тобой не общаемся. Я его телефон удалял уже раз 400. Но на следующий день, через 2 дня, через неделю, я такой думаю, да нет, он был прав. Он был прав, и я благодарен, что он мне это сказал, потому что я в целом там отоспался, обдумал, порефлексировал и сделал для себя выводы, как мне кажется. Это, наверное, супер близкий человек. Конечно. Это исключение. Я ж не говорю резко это делать. Я говорю, что весь мир сейчас, моя философия в том, что в целом весь мир лживый. Он такой, вот так выстроен. И мы начинаем выстраивать так своих, как там, я не знаю, у меня мать, например, с того поколения, у нас до сих пор она так делает. У нас дача, и мы во дворе там, например, что-нибудь, жарим шашлыки, пьем вино, что-нибудь ржем. Она такая, тихо, вы что соседи подумают? Да похуй, что не подумают. Я посмотрел, у соседей хуже дом, чем у нас. Мне плевать, что они подумают. Понимаете, жил бы рядом Ротенберг, я бы еще, может, задумался бы. Выкрикивал бы какие-то хвалебные отзывы режима, бля. Прикиньте, просто выстрел такой, вот это мост, конечно, через Крым. Обалдеть, аж отсюда видно. Я про это говорю, что люди из-за того, что... Что-то, как ты произнес фамилию Ротенберг, правду тебе расхотелось говорить. Почему? Я же сказал правду. Выкрикивал бы хвалебные отзывы. Чтобы устроиться лучше по жизни. Слушай, ты только что сам описал идею того, что я сказал в начале, что если ты теперь говоришь, что ты не сексист, и ты против насилия, и ты вообще за все хорошее против всего плохого, это не значит, что ты правда так считаешь. Нет, я так считаю, это правда. Но это не значит, что я искренне так думаю. Считаешь ли ты, Руслан, что женщины в большей своей части принимают решения более эмоционально, чем мужчины? 100% вообще. 150 тысяч %. Я думал, ты... Это чистый сексизм. Я думал, ты более честный вопрос задашь. Считаешь ли ты, Руслан, что женщины глупее? Весь этот твой пассаж относительно того, что надо говорить правду, это про то, что ты почему-то не можешь сказать правду. Конечно. И сказать то, что ты думаешь. В том числе, такая часть общества. Ну, а что ты сидел у подруги, рассказывал, что вообще женщина тоже человек? Зачем ты обманывал? А я что, не миллионы говорю, что подписчиков? Женщина тоже человек, да. Стоит ли прислушиваться к тому, что она говорит? Не всегда вообще. Вообще не всегда. Вообще всегда нет. Вот так я бы сказал. Надо поменять местами этот предлог, и все. Вот. Так это на опыте так бывает. Слушай, я вспоминаю свое там детство и воспитание отцом и матерью. И, как правило, воспитанием занимался отец, а мать просто, сглаживала углы. Но каждый раз, когда он что-то говорил «нет», долго говорил «нет», а мне этого очень хотелось, мать начинала постепенно говорить ему «да пускай да». И она так точила этот камень, и он такой, уже некрасиво. Уже и этот просит, и это просит. Я варвар, что ли? И он говорит «окей», и я, естественно, творю какую-нибудь хуйню. Понимаете? И получаю мать, все плохо вообще. Никто ни с кем не разговаривает, только потому, что он послушал женщину.
В общем, там главное, что там от автора письма, от девушки, от женщины есть вопрос в том, что... Ну, то есть у нее вопрос, что она не может понять вообще, кто ей подходит, кто ей не подходит. Поэтому я ей могу сказать, что пока она будет продолжать водить хоровод, она никогда не узнает, кто ей подходит, а кто не подходит. Потому что для того, чтобы понять, хорошо тебе с человеком или нет, тебе нужно постараться с ним выстроить отношения, а не менять все время одного на другого. Слушай, это очень легкий совет, не? Но я такой, эй, не играй никого, будь собой. И человек такой, блядь, точно. 25 лет коту под хвост. Вот это слова, конечно. Я немножко какие-то приемы есть, не? Но это все равно, что человек, который в депрессии, говорит, эй, не депрессуй. Вот так, не? Типа, пока ты будешь в депрессии и уродлив, никто тебя не полюбит. Стань красивым, и тогда все захотят с тобой познакомиться. Ты считаешь, что у меня есть совет относительно депрессии, который вылечит человека? Нет, тут же у меня не депрессия. Ты говоришь, типа, пока ты там не позволишь быть самим собой и так далее. А какие-то, может, методы есть? Ну, нужно знакомиться выводы с самим. понятны. Потому что если нет идеи, что тебя могут полюбить такой, какой ты есть, ты, скорее всего, вообще не знаешь, какой ты есть. То есть тебе нужно познакомиться с самим собой. То есть ей вообще нужно узнать, кто она, про что она, что ей нравится. Потому что когда... У нас, кстати, была такая уже история в одном из писем, что если ты всю жизнь пытаешься соответствовать ожиданиям других, а обычно это начинается с детства. Ожиданиям родителей соответствуешь, потом там одноклассников и так далее. То есть ты никогда не знаешь, какой ты. Ты все время подстраиваешься под других. Ну, то есть ты слушаешь, что человек говорит и как он рассуждает, и ты начинаешь вести себя соответствующим образом. Конечно, тогда за 25 лет у тебя нет шанса узнать вообще, кто ты, какая ты, что ты любишь, что тебе нравится. Вот, поэтому для того, чтобы вообще, в принципе, совпасть с кем-то, да, то есть построить пару, которая тебя будет удовлетворять, для начала нужно понять вообще, какой ты. Потому что для того, чтобы совпасть, нужно понять, как выглядит твоя деталька пазла. Потому что пока ты вот подстраиваешься ко всем и меняешь свою конфигурацию рядом с другими людьми, ты не знаешь, какой ты. Вот, поэтому так она никогда не узнает, кто ей подходит, кто нет. А если она узнает вообще себя и задастся вопросом, что она любит, кто ей нравится. По-моему, нашу передачу можно закрывать. Но это же попадает под все. Нет? Ну, типа, у меня тут проблема, мы с мужем разные в сексе. А тебе просто надо узнать, кто ты, что ты любишь. Открой себя. Так, может, она знает. Да, и потом такая, мне кажется, я, наверное, вообще не хочу семью, я, наверное, карьерист. Эй, тебе просто надо узнать себя. Пойми, кто ты. Тогда ты узнаешь, что ты хочешь. Вот Лукашенко, мне кажется, надо узнать себя. Он узнает, смотрите. Ему нравится оружие. Он такой, ебать, уже второй раз хожу. Короче, я только лишь раз утверждаю, что это вот как раз из-за того, что людям мало говорят правду. Чтобы узнать, кто ты есть, и сразу формироваться тем, которым ты есть. Надо, чтобы тебе и в детстве всегда говорили правду. Понимаете? Я не понимаю, вот эти, когда ребенок приносит, ладно, у меня пока нет детей, но я вот так смотрю на этот мир. Ребенок приносит какой-то рисунок, и ему такой, о боже, это кто тут у нас? Новый Ван Гог, блин. Нет, вообще нет, понимаете? Я бы делал так, когда у меня будут дети, и мне что-то такое принесут, и если там будет все плохо, я скажу, это уебище. Но продолжай дальше. Понимаете? Просто многие делают эту ошибку, они говорят, это плохо, это вообще не твое. Нет. Я просто говорю, это прямо сейчас, в четверг, в 16:40, плохо, ужасно, никому больше это не показываю, вообще. Иди учись лучше. Вот и все. А потом я буду сидеть и читать письмо. Я с детства любила рисовать. Я же не сказал, что рисовать... любимому отцу, который для меня тогда был вообще всем. И его слово было настолько авторитетно, что оно могло определить мой будущий путь. Вот. А жалко, что он был бесталантным и грубым человеком, любящим говорить правду. И поэтому я пошла в айтишник. Вообще, моя версия письма. У меня в детстве... Моя версия письма.
Я в детстве так любил рисовать, все свое свободное время посвящал рисункам. И, конечно же, я хотел, чтобы отец оценил мое творчество и гордился мной. И каждый свой рисунок я нес ему. И каждый раз я получал ответ: «Боже, сынок, что за уебище? Иди, постарайся лучше. Если ты действительно хочешь стать художником, это долгий-долгий путь. Надо стараться, стараться и стараться». И вот я пишу вам письмо из своей виллы в Монако с видом на океан. Отец был молодец. Жалко, что умер в 41, блядь. Но зато он всем говорил правду. Да. Здравствуйте, Ольга и Руслан. Спасибо вам за лучший формат на Ютубе. Это очень громкие слова, очень громкие. Судя по количеству просмотров, мы не на Ютубе. Мы в жопе вообще. С мужем 6 лет вместе, 2 из них женаты. Мне 24, ему 25. Дилемма в следующем. Его страстным увлечением являются компьютерные игры. Он хочет связать с этим свою жизнь, зарабатывать на этом деньги и быть знаменитым. Сейчас пытается развиваться в стрим-направлении. Это игры в прямом эфире, где люди смотрят, общаются с ним в чате. Он общается с ними на свободные темы. Это очень странно. Играю в Call of Duty такой: слушай, а вот там в Ейске говорят, центр виндсерфа в России, поэтому... Общается с ними на свободные темы, комментирует свою игру, слушает музыку. Мне изначально были неинтересны игры и компьютер, но я признала этот интерес мужа, ведь он большую часть свободного времени проводит именно так. Я возвращаюсь после работы, мы гуляем вместе с собакой, он дальше стримит. Хорошо, хоть гуляет с собакой вместе. Или он в этот момент тоже стримит, такой: давай созвонимся и будем стримить это. Но проблема в том, что это очень сильно влияет на мой комфорт. Квартира у нас маленькая, однокомнатная. Он включает студийный свет, микрофон, громко разговаривает. Мне приходится вести себя тихо, смотреть телевизор в наушниках, ложиться спать, когда он закончит. Мы договорились, что не позже 12. Да, очень смешно человеку, которому 25 лет, говорит: так, давай, не позже 12 спать, хорошо? Да, мы договорились, что не позже 12, соответственно, если я захочу лечь раньше, то либо мне приходится ждать, либо я засыпаю под звуки его стрима и яркий свет лампы. Когда я проявляю недовольство, он говорит, что я не поддерживаю его. Мое состояние кидает из стороны в сторону, то я злюсь и обижаюсь, почему я должна все это терпеть, жертвовать своим комфортом и здоровьем, между прочим. Я снова чувствую себя ребенком, когда возвращалась из школы, игралась за младшей сестрой и братом, заботилась, это неинтересно. Я дочитываю каждое письмо до конца. Убиралась за младшей сестрой и братом, заботилась о них, и в шуме от них делала уроки. Вообще жила, у меня не было своего укромного уголка. Бла-бла-бла. Это худшая жизнь на земле, блядь. То мне становится стыдно, что я ужасная жена, не поддерживаю и не верю в мужа. Иногда, блядь, не верю в мужа. Как? Ну ладно. Но это же не стартап Стива Джобса, да? Когда он такой: эй, дорогая, я буду с Возняком в гараже сидеть, мы придумаем многомиллиардную компанию. Это одно, не? А когда можно потише этот стрим? Я общаюсь на свободные темы. Да. Ты что, блядь, не веришь, блядь? Я пройду этот блядский уровень, пройду. А там, первый уровень только, поняли? Так, что, мне становится стыдно, что я ужасная жена, не поддерживаю и не верю в мужа. Иногда задумаюсь о том, что, может, я завидую ему, что у него есть любимое увлечение, на которое он может тратить время, работает из дома, и вообще он доволен жизнью. А мне не нравится, где я живу, как я живу. Когда мы разговаривали об этом, нашли выход в том, что купим двухкомнатную квартиру. Да, когда? Это ему надо очень хорошо играть в Sims, блядь. Тогда не будем мешать друг другу. Но перед этим необходимо сделать много дел. Устроиться на работу. Это я добавил. Необходимо сделать много дел, поэтому покупка невозможна прямо сейчас, и это может продлиться полгода, год, а может и пару лет. Для меня идеально, если он не будет заниматься этим вообще. Но я понимаю, что это невозможно. Часто думаю, что одной мне было бы намного комфортнее. Курочка по зернышку. Да. Я запуталась в себе, в чувствах жуткой вины и злости на себя и на мужа.
Не понимаю, кто прав. Доходит до того, что я думаю, что для него найдется девушка, которая сможет разделить его интересы, верить в его успех, искренне поддерживать его. А для меня человек, с которым у нас будет больше общего. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об этом? Сейчас тут Ольга тебе все расскажет. Давай, для начала, найди себя. Пойми, что ты хочешь от этой жизни. Как только ты поймешь, кто ты и что ты, окружающие начнут воспринимать тебя так, как есть. И ты найдешь мужчину, с которым совпадешь. Да. Не зря, Мне даже интересно, да. У меня есть позиция на эту тему. Слушай, а нет такого ощущения, что в пандемию, ну, конечно, не те, кто гордые одиночки, все оказались как будто заперты в однушке? В смысле, я одиночка, я в однушке был. Но я Я не был имею в виду, запер. что если ты с кем-то другим, 24/7, да, когда был карантин, мы оказались с какими-то другими людьми, заперты в одном пространстве и вынуждены были заново передоговариваться о том, как это пространство использовать. Я да? не знаю, Кто-то вы, кстати, как карантин пережили? Нормально? А вы до этого типа не работали, да? Не, ну мне, кстати, действительно интересно, как-то открылись друг для друга по-новому или... Нет? Все то же самое, да? Блин, вот, пожалуйста, ответ. Скучно, видала? Что тоже бывает неплохо, знаешь? Да. Скучать вместе тоже надо уметь. О. Ну да, мне кажется, слушай, ну я имею в виду, что действительно, когда люди, оба работают, ты не проводишь столько времени вместе, один ушел, другой вернулся, а все-таки когда остались в замкнутом пространстве, это, в общем, лирика. А я думаю, что я могу сказать этой девушке, что даже в двухкомнатной квартире в ней для нее тоже не будет места. Все? Это будет очень короткий выпуск. В ТикТок поместится. Просто когда молодой человек говорит, что я мешаю тебе спать и вообще использую эту комнату так, как я хочу и когда я хочу, и если ты этим недовольна, то ты просто не поддерживаешь меня в моем хобби. Другими словами, он ей говорит: дорогая, у тебя нет никаких прав. А когда у человека нет прав в паре, да, то этих прав не будет ни в одной комнате, ни в двух комнатах, ни в трех. Почему она на это соглашается? Она, собственно, рассказывает в письме о том, что... что такое нет прав, да, у тебя? У одного есть права, у тебя нет прав. Это чистое использование одного человека другим. И очевидно, что с самого детства она подвергалась использованию со стороны родителей, когда она, собственно, вопреки своему желанию, своему времени, заботилась о своих сестрах, это ладно, но и продолжала делать уроки в шуме. То есть она умеет быть использованной, приспосабливаться и, в общем-то, забивать на себя, подстраиваться под других, что она, собственно, и делает с этим парнем. Поэтому, потому что когда... то есть они муж и жена, да, то есть когда мы говорим о образовании пары, как семьи, когда появляется два человека, они между собой договариваются, да, о правах и обязанностях. Здорово, если договариваются, потому что если мы надеемся, что мы оба что-то одно и то же предполагаем, часто это заканчивается плачевно, потому что у нас у всех фантазии разные относительно пары, относительно брака, как это будет устроено, у кого будут какие-то права, какие обязанности. Они точно ни о чем не договорились, прав у нее никаких. Поэтому, когда ты чувствуешь использование, естественно, ей хочется уехать, потому что, в общем-то, особо держаться как будто бы тут и не за что. Неужели люди это сами не понимают? То есть нужно было прям написать письмо и спросить, и то есть до сих пор быть неуверенным в этом. Слушай, я имею в виду, слушай, все же объективно, да? Ей же надо съебывать. Что вы такие? В смысле? Я имею в виду, тип жестко играет в компьютер и вообще никогда не будет популярен. Я объясню, потому что, вообще нет. Когда тебе 25, и ты такой: блядь, по-моему, стрим — это мое. Вообще нет. Вообще. Понимаете, мы все знаем с вами историю успеха, да? Стив Джобс, я не знаю, кто, Цукерберг,
Джоан Роулинг и так далее. Все таки вот, у них получилось. Смотрите, у Джоан вообще очень поздно. Она всю жизнь писала, верила в себя и выстрелила. Илон Маск. Да, Илон Маск. Тимати. Я, кстати, не понимаю, чем вы ржете, он действительно успешный человек. Ну, ты видел, что он сравнивает себя с Илоном Маском? Да это ради бога. Видел ли это Илон Маск? Вот что. Я говорю про то, что все мы знаем истории успеха. И они очень единичны. Моя мысль в этом. Единичны. Мы не знаем, тысячи Джоан Роулинг. Мы знаем одну. Но я уверен, что за каждой историей успеха стоит миллион таких, раскаяний. Понимаете? Кто-то писал и такой, уже такой, ему там, там твоя школьная подруга стала миллиардершей. Он такой, да ёб твою мать! Я же ее всему научил! И тысячи людей, понимаете? Я вот про что говорю. Вообще, это так вульгарно верить в свою успешность и какую-то необычность. Слушай, мне кажется, ты тут, знаешь, важный элемент ухватываешь, потому что, девушка точно находится, скорее всего, находится в созависимых отношениях. В чем фишка созависимых отношений? Что тебе кажется, что ты, ухаживая за другим, чтобы ему было хорошо, получишь хорошо себе в ответ. Вот это созависимые отношения. Не созависимые отношения – это забочусь о себе так же, как я забочусь о других. То есть вот то, что ты сделаешь для своего близкого человека, да, в разных ситуациях ты то же самое делаешь для себя. В созависимых отношениях ты для себя ничего не делаешь. Вот, и еще испытываешь вину, что плохо его поддерживаешь в его хобби. Вот, а когда ты находишься в созависимых отношениях, ты как раз думаешь о том, насколько тогда и тебе и важно, насколько он будет реализован. Потому что все, что у тебя есть, ты вкладываешь в другого для того, чтобы он там реализовался. Наплевать, реализуется он или нет. Это созависимые отношения, и она подвергается использованию. И девушке важно это понять, что для того, чтобы быть счастливой, не обязательно делать счастливым другого, чтобы он сделал счастливым себя. Можно начать заботиться о себе так, как ты заботишься о другом. А можно чуть больше о себе заботиться? Можно. Можно? Чем ты? Или чем... А можно только о себе заботиться? Кто ж тебе запретит? Слушайте, так это ж нормально, чтобы каждый о себе заботился. Где? Тут же вопрос не в этом. Вопрос в том, что важно, чтобы каждый заботился о себе, и вообще тогда будет хорошая коммуникация. Тогда можно заботиться и о другом, и о ком-то еще. Понимаешь, это два разных механизма, то есть две разные мыслительные стратегии о том, как ты можешь получить себе что-то хорошее. Ты можешь просто это сделать для себя, позаботиться о себе, что да, непросто, особенно если ты этому не научился с самого детства. А можешь думать о том, что единственное хорошее себе можно получить через другого человека. И это называется созависимые отношения. Окей. Как будто без другого ты не можешь сам себе сделать хорошо, позаботиться. Так если она такая по характеру, например. Наверняка много таких людей, которые такие, это не характер, это научение, знаете, типа, я приношу себя в жертву. Да. Такой садомазохизм, типа. Когда я приношу себя в жертву, мне хорошо, типа, я вот ощущаю, что я кому-то нужен или нужна, я вот это делаю, и так страдаю. Да, так но здорово. при этом она... Начну верить в Бога еще нахуй больше. Понимаешь, тут идея в том, что если пока человек это устраивает, да, то есть понятно, что такие пары складываются вот тем самым пазлом, да, ты говоришь, вот она так устроена, а ему нужен человек, как она, который вот устроен таким образом. Но она говорит о том, что она думает, что, может быть, ему нужен другой человек, и ей нужен другой, то есть она злится, ей обидно, для нее это становится проблемой. Именно поэтому я объясняю, как это устроено, что человек не заботится о себе, она заботится о нем, при этом она там готовит ему еду, да, это тоже забота, как будто бы она считает, что это не важно. Ладно, есть в зале те, кто вот в компьютеры играют, стримят, верят, что они выиграют чемпионат по доте. Я имею в виду, что мне кажется, это... Он же называет очень это медленная хобби. реакция, да, человека? Дота. Это про меня. Но он же называет это хобби. Причем тут... Какое хобби? Он же хочет стать в этом лучшим, типа, стримить, все дела. Это, мне кажется, обманчивое ожидание, знаете. Когда ты ищешь там, где везде, ты ищешь не в правильном месте. Сейчас стали популярны в целом стримы,
компьютерные игры. И на компьютерные игры легко подсесть. Это я знаю по карантину. Я купил себе, понимаете, я в 40 лет купил себе Sony PlayStation. Нахер она нужна, я не знаю. Я ее выкину из окна когда-нибудь. Потому что это невероятно, я могу я рад, что мне предстоит операция на колени. Потому что мне надо дома лежать 2 недели. Я аж такой... Даже не надо отжиматься, понимаете? И я могу представить, но я все равно считаю себя более-менее ответственным человеком, потому что я хотя бы до этого что-то делал. Я понимаю, что если я теперь просто упрусь в какие-то стримы и так далее. А люди, если, мне кажется, не понимают, они смотрят такие, так это ж легко. Вон, смотри, чувак стримит, у него 25 миллионов просмотров на Ютубе. И я прочитал, он заработал за год 10 миллионов долларов. Что бы он ни делал, если он получает от этого удовольствие, он в это верит, ему нравится, ради бога пусть стримит. Если от этого не страдают, смотри, я считаю, что в жизни можно делать все, что угодно, если от этого не страдают окружающие люди. Да. Все. Я имею в виду, если ты играешь в свой блядский компьютер, и рядом жена, которая такая... судя по всему, надо писать письмо. Понимаешь? Я как будто и рад, что мы последняя, видать, точка. Но это же вообще ужасно, когда рядом человек в однокомнатной квартире в ахуе находится просто. Смотрит за тем, что ты такой брык. Я вот что тебе предлагаю. Ты тоже начни стримить. Это круто. Она начинает стримить, и если ты в какой-то момент просто... вам надо сделать онлайн, сессию, ты его там побеждаешь, и говоришь, нихуя не выйдет у тебя. Вообще ничего не выйдет. Понятно? Теперь я стримлю. Теперь мы верим в мою успешность. Вот я про что говорю. Это ровно тот совет, к которому я могу присоединиться, потому что девушка спрашивает, может быть, во мне играет зависть? Да, вас играет зависть к тому, что у человека есть свое пространство, у вас его нет. У человека есть хобби, и неважно, насколько это перспективно или это его дело. У него есть, и он может позаботиться о себе. То есть он получает то, что он хочет. Поэтому для того, чтобы себя чувствовать хорошо, можно попробовать начать организовать свое пространство, найти свое хобби, а не быть поддержкой для него, и, собственно, начать заботиться о себе точно так же, как вы заботитесь о своем партнере. И это совершенно не факт, что вам нужно разбегаться. Я думаю, нужно. Давайте не будем стесняться говорить правду. Надо съебывать. 100%. Еще желательно и кабель перерубить нахер. Вообще заметил, что ты ушла. Вообще, на самом деле... Потому что если ты уйдешь во время стрима, ничего не поменяется. Теперь шоу можно точно закрывать, потому что эта фраза точно подойдет к любому. Да, я в любой непонятной ситуации вы просто Слушайте, я вам как комик могу сказать. Смотрите, я как комик вам могу сказать, есть такие шутки, которые ты пишешь неделями, и они не пишутся. Тебе они очень нравятся. Ты такой, нельзя от нее отказываться. Такая классная тема. Мы обязательно найдем что-то смешное. И ты в очередной раз выходишь на открытый микрофон, выступаешь, и люди такие, ты ебанат, ты сколько это будешь рассказывать, ты? Понимаете? Ты не можешь от этого отказаться. И потом, когда ты от этого отказываешься, ты думаешь, ладно, напишу другую новую шутку, и она пишется такая, и ты такой, зачем мы 3 месяца потеряли вообще? Вот я про что говорю. Всегда лучше отложите. Знаете, у комиков есть такое понятие, мое понятие, что любая шутка имеет свое время. Если она не работает сейчас, она сработает через 3 года. Тут такая же херня. Любой мужик имеет свое время. Сейчас он не работает. Отложи его. Если он действительно, важный, он сработает когда-то. Понимаете? Да, крутая теория, не? Вообще. Вот, комедия главный жанр жизни, потому что все можно через метафоры объяснить. Вот я про что говорю. Я считаю, надо валить. Вот, кстати, хорошо, давай. Вы осуждали мой отцовский подход, да, к творчеству детей, говорить правду. Ребеночек в 7 лет подходит к папе. Такой говорит, папа, я, наверное, буду стримить. Он такой, сынок, а что это такое? Он говорит, да ничего, я просто буду в компьютере сидеть вечно. Вечно буду сидеть в компьютере. И что надо ему сказать? Ольга. Расскажи, что тебе в этом нравится.
чем? В стриме? Да. Потому что я ничего не делаю, Нет, просто не играю. тебе. Нет, Все не шикарно. тебе. Я говорю, что когда ребенок начинает заниматься чем-то, что родителю не нравится или непонятно, самое глупое, что можно сделать, это начать ему запрещать или протестовать, потому что он тебя не будет слушать, и дальше ты с ним потеряешь контакт. А если даже ребенок говорит, что я хочу всю жизнь стримить, спроси ему, что ему в этом нравится. Так почему эта теория не работает с рисунком? Когда ребенок приносит уебищный рисунок и говорит: папа, посмотри, почему на этот рисунок нельзя, сынок? Просто расскажи мне, а что тебе здесь нравится вот в этой, блядь, каке-маляке? Где тут что вообще? Видите, я имею в виду все относительно. Все относительно. Видишь, ты нашел еще один подход. Нет, в том-то и дело, что... Ну, то есть, то, что вы понимаете, для вас это нормально, а то, что вы не понимаете, это ненормально. То есть, подход-то должен быть одинаковый. Просто мой, стиль отца и на рисунок говорит: сынок, это уебище. Если ты действительно этого хочешь, чего-то добиться, иди старайся лучше. Но когда он подойдет ко мне и скажет: папа, я хочу стримить, я скажу: сынок, это уебище. Если ты действительно хочешь стримить, заработай денег на компьютер, может, порисуешь. Говорят, сейчас картины неплохо продаются. Здравствуйте, Руслан и Ольга, Ольга и Руслан. Очень нравится ваше шоу и всегда с нетерпением жду новых выпусков. Пришло и мое время написать письмо. Меня зовут Ника, мне 23. Я замужем. Как вы? 23. Кошмар, 23. В 23 я еще в целом даже, не совсем представлял, как устроена вагина, понимаете? Хотя иногда это причина свадьбы. Очень хочется узнать поближе. Не с перерывами в год, понимаете? Это тоже плохо. В целом, когда вагина причина свадьбы, это плохо вообще. Как бы это ни звучало романтично или еще чего. Меня зовут Ника, мне 23, я замужем. Любовь, морковь, есть свое дело жизни, но я просто безумно ревную своего мужа к его кошке. Я знал, что рано или поздно этот формат превратится в Малахов. Но я не ожидал, что это случится до того, как мы заработаем хоть какие-то блядские деньги. Здесь бы идеально была бы реклама кошачьего корма. Как только мы начали встречаться, кошка как будто почувствовала конкуренцию. Ты понимаешь, что я просто обозначаю рекламные точки в нашем шоу? Что-то на полном серьезе кто-то написал, понимаете? Ну ладно. А мы на полном серьезе это читаем, понимаете? Вот как выглядит современный мир. Если мы с мужем хотели провести время наедине, она вечно вмешивалась. Пыталась ложиться ему на грудь, сосать хуй. Ну хотя бы вот такое пускай будет в этом письме, нет? В смысле, перетягивать внимание, а если мы ее выставляли, то она истошно орала, кидалась на дверь и всячески портила мне жизнь. Помимо этого, кошку никто не воспитывал, у нее вседозволенность. Ходит по столу, мешает спать, кусается и так далее. Мой муж очень ее любит, но при этом сам понимает, что она порой очень мешает. Некоторое время мы жили в другом городе, все было очень хорошо. Муж меня залюбливал, обнимал, целовал. А я кайфовал от этого, и вот так вышло, что нам пришлось снова вернуться к маме мужа и некоторое время пожить с ней и кошкой. А нельзя было кошку отвезти в тот город, где вы были с мужем до этого? Кошка, помимо влезания между нами, начала меня кусать без причин. Прям важное уточнение. А то было за что ли?
и опять же перетягивает внимание мужа. Даже обычное объятие с мужем приводит к тому, что она лезет к нам и не дает этого спокойно делать. Я старался придумать схемы, при которых кошка не будет нам мешать и при этом не будет страдать. Но в итоге это привело к тому, что мой муж постоянно ходит спать с кошкой, потому что иначе от ее воплей все стоят на ушах. Я заметила, что уже просто не выношу эту кошку и хочу поскорее уехать из этого дома, но пока это невозможно сделать. Я была безумно счастлива, когда мы жили в другом городе, и каких-то проблем с мужем у нас не было, а сейчас я испытываю очень много негативных чувств, срываясь, постоянно думаю о том, как бы было хорошо, если бы этой кошки не было. Я очень устала ненавидеть это маленькое, на самом деле ни в чем не виноватое создание. Но перестать не получается. Как мне стать спокойнее, пережить несколько месяцев спокойствия и гармонии с собой и кошкой? А у меня есть легкий, обнадеживающая информация. Легкая обнадеживающая информация, да? Это то, что кошки в среднем живут лет 15. Есть плохая информация. У них 9 жизней. Ладно, это какое-то юмористическое письмо, я не знаю. Но возможно. Слушай, во-первых, по поводу этого письма можно сказать, что когда я слышу, ты слышишь, вы слышите, что в браке есть всего одна проблема, и вот если ее не будет, все заживут счастливо, это всегда смещение целого ряда проблем на одну. Будь то кошка, будь то там свекровь, теща, будь то коллеги, или будь то финансовая неудовлетворенность, или там, я не знаю, невнимательность. То есть, если есть что-то одно, то значит туда все смещено. Речь идет о ревности. В кошку может быть смещена ревность к матери мужа, на которую по каким-то причинам нельзя злиться, и как будто это неадекватно ее, эту ревность испытывать. Такая ревность может быть по отношению к разлучающей работе, что звучит еще более абсурдно, ревновать, что муж уходит на работу, но он все равно уходит на какое-то время от тебя. И тогда все смещается в кошку, а кошки вообще такие животные, которые очень подстраиваются под те роли, которыми их награждают. И они как будто начинают подыгрывать. То есть, вообще кошка – это психосоматическое животное. Да? То есть кошка, во всяком случае, психологи, психотерапевты, которые занимаются психосоматикой, на полном серьезе говорят о том, что кошка может лечить, чувствовать мигрени, боли, что даже говорят о том, что какие-то серьезные болезни могут перетягивать на себя. То есть это очень чувствительное существо, и оно, соответственно, реагирует на настроение и вот на ту роль, которая ей отводится в доме. А если это животное еще и интерактивное, то есть есть, знаете, собаки и кошки, которые так сами по себе, а есть, которые все время с тобой. Вот. И если эта кошка интерактивная, и, соответственно, все вот это недовольство, да, какое-то от брака девушка, собственно, направляет в эту кошку, то кошка, в общем, рада стараться и с удовольствием подыгрывает, в общем, во всем этом их прекрасном существовании. И есть еще такое ощущение, как будто мужа нет в этом треугольнике. То есть, ведь можно же по-разному реагировать на кошку. На самом деле, довольно часто... А может, мужа вообще нет? Не, смотри, вот представляешь, в паре, допустим, у людей, я не знаю, в паре какое-то охлаждение или там по поводу чего-то напряженная ситуация. Допустим, у вас. Допустим, вот у меня и у моего партнера. Я прихожу домой, я с ним такая отстраненная. Как его зовут? Им только это интересно. Ты что? Стань Оксаной Джиганом. Ладно, прости. Гипотетическая ситуация. Да, гипотетическая. Да, такого быть не может, чтобы у тебя был партнер. Но гипотетическая. Ты со своим партнером. Да, и у нас холод в отношениях. Я прихожу со съемок домой. Да, и я захожу, такая, привет. И тут ко мне бежит собака и кошка. Я говорю, ты моя хорошая, или ты мой сладкий. И ты начинаешь, в общем, с этим животным вести себя очень-очень любвеобильно. Mm-hmm. И, соответственно, тот человек, с которым так через плечо поздоровались, он понимает, что, в общем-то, кого-то любит гораздо больше, чем его. Как будто бы. Я имею в виду, что через животное можно разыгрывать еще разные посылы, так сказать. А если жена так будет встречать мужа, как?
Вот, в общем, да, в кошку много всего спроецировано, непонятно, зачем это мужу, возможно, он получает удовольствие от того, что она ревнует, а для некоторых мужчин и женщин ревность – это доказательство того, что они важны и любимы. И без этого они до конца это не улавливают. Поэтому, возможно, в общем, муж разыгрывает эту ситуацию с кошкой тоже. Но что я хочу сказать этой девушке, что кошка – это все-таки не другая женщина, и я думаю, что при желании с ней можно наладить отношения. Только если она не видела, как муж трахает кошку. А я бы такое письмо хотел. А ты знаешь, что на самом деле с животными домашними у их владельцев довольно глубокая связь? Это что значит? Ты знаешь, на самом деле люди, у которых умирает, собака или кошка, могут страдать по ним гораздо более глубоко и интенсивно, чем по, например, ушедшим родственникам. Теперь знаю. У меня у брата. Кому-нибудь отзывается то, что я говорю? У кого-то были там, поаплодируйте, пожалуйста. То есть у меня, когда умер кот, я думала дня 3, что я просто сойду с ума от горя. То есть для меня это был просто какой-то кошмар и ужас, и я его там последние месяцы спасала, и когда я его везла в клинику, я уже понимала, что я его не заберу. То есть для меня это было прям супер-супер потрясение, и я прям даже не стеснялась плакать, горевать, и, в общем, я прям... у тебя этот маленький гробик стоял сутки дома? Православных также? Вот это ж надо же, в последнюю ночь переночевать с трупом. Не было такого? На маленьких стульчиках таких. В этом кошачьем домике, в холле там. Другие кошки приходили с утра, когда ты выносила гробик, блин? В общем, было очень... Ладно, у меня не было домашних животных, поэтому я так, легко к этому отношусь. Слушай, я не знаю, так с кошкой что? Что она в итоге какое? Что она? Давай скажем ее диагноз, что с ней не так? Она шерстит такая. И кошка рядом. Я сказала, что с кошкой можно постараться наладить отношения, а это можно сделать только если перестать все недовольство проецировать в нее. И разобраться вообще, что еще, в чем есть еще проблемы. Тогда кошке станет полегче, и с кошкой можно будет договориться. Да. А еще лучше завести хомяка. Все проблемы проецировать на него. А хомяки имеют свойство... А потом отдать соседу, чтобы он его застрелил. Нет, хомяки имеют свойство через 11 дней исчезать. У кого-то жил дольше хомяк вообще. Через 11 дней всегда исчезает. И все? Но людям, у которых были и есть собаки и кошки, которые знают, что на самом деле можно по ним очень сильно горевать и очень сильно их любить, я хочу объяснить, что дело в том, что связь с домашним животным, она более глубокая, более, так скажем, умным языком архетипичная, по причине того, что твой кот или твоя кошка, твоя собака любит тебя независимо от того, каким ты перед ним предстаешь. Начиная от внешнего вида, ей не важно абсолютно, есть у тебя укладка, мейк, стрижка, кубики на животе, заканчивая тем, в каком настроении ты пришел.